двигатель еще живее всех живых, самодельный. Съездить за хлебом на вот этом двигателе. Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Ну вот, друзья, и пробил тот час, когда стартует проект турбостартера. По иронии судьбы, у меня уже два турбостартера, и можно будет сделать два совершенно разных двигателя. Один будет в реактивном варианте исполнения, то есть у него будет сопло, и он будет создавать тягу. При этом надеюсь, что тяга будет просто безумная. Второй вариант, это будет турбовальный двигатель. Вот она, свободная турбина. Здесь уже есть редуктор. Остается нагнетать на турбину давление, и она будет раскручиваться. Придется немного отложить проект с титановой турбиной, потому что он был основан на реактивном двигателе Hammer IQ180, который я уже поставил на реактивный самолет. Вот он здесь уже стоит, установлен. Реактивный самолет массой 20 кг, а тяга двигателя 18 кг, то есть почти 1 к 1. С небольшим разгоном этот самолет должен идти свечой вверх. В общем, вот это и хотелось бы совершить. Но, ребята, фишка-то в том, что двигатель немножечко сломался. Сначала я подумал, что сгорели мозги. Либо мозги вот эти, либо мозги там еще внутри двигателя есть. Оказалось, банальщина полнейшая. Вышел из строя насос. Причем он вышел очень хитро. Он качает, но создает маленькое давление. Это даже недостаточно для запуска двигателя. Если больший вольтаж на него подавать, он качает интенсивнее. Но на малом вольтаже, которые подают мозги, он не может запускаться никак. Что интересно, самодельный реактивный движок я могу с этим насосом запустить за 30-40 секунд, вывести в режим. То есть я уже настолько выработал технологию. С запусками на чистой механике, то есть с ручным стартером, с подачей практически вручную топлива. Кнопкой нажимаю, даю старт топливному насосу, все спокойненько заводится. Кстати, двигатель еще живее всех живых, самодельный. Но китайщина, ребят, подвела. Этот насосик китайский, поэтому турбовальный двигатель с титановой турбиной мы пока что консервируем до лучших времен, пока я не закажу насос. Это может занять очень много времени, нужно его заказать, пока он там придет. Мы тем временем займемся, ну, как мне кажется, даже более интересным делом. И вот этот турбостартер со свободной турбиной я уже запланировал поставить на автомобиль. То есть этим летом мы попробуем покататься на реактивной тяге уже больших масштабов. В прошлом году я гонял на велосипеде с этим малым двигателем. А в этом году попробуем съездить за хлебом на вот этом двигателе. Для сборки обоих двигателей, и реактивного, и с валом отбора мощности, у меня практически все есть. Все в двух комплектах. Этот я даже и разбирать не буду, потому что он создает впечатление нового. Подшипники особо не шумят у него. Ну а на этом заменим подшипники. Вот один из них с керамическими шариками. Ну а этот он немножко не подходит. У него отверстие центральное больше. Выточим втулочку, да завтулим. Ничего страшного. Получается, есть два комплекта форсунок. Здесь вообще новые. Ну а на второй я покупал. Вот они у меня в руке. Их желательно почистить, что они немножко заржавленные. Хотя они нормально работают, нормально распыляют. Также есть вот такой насос. Он пригодится либо для прокачки масла через двигатель, для смазки и охлаждения подшипников. Ну, либо будем топливо подавать. Это, в общем-то, такой же шестеренчатый насос, как и вот эти. Только в авиационном исполнении, естественно, все это дело гораздо более надежное. И будет работать, я надеюсь, не так, как те насосы. То работают, то, грубо говоря, через там час изнашиваются в ноль. Также есть, что немаловажно, пусковое реле. Оно нам понадобится для запуска стартера. Для раскрутки ротора турбины он устанавливается вот здесь. Как один из проектов, мне хотелось бы переделать один из двигателей под более облегченный вариант. Найти вот такую крыльчатку более современную с загнутыми центробежными лопастями. То есть здесь они под углом 90 градусов. Ну и это как бы не очень хорошо работает. Значительно лучше работает вот такой вариант крыльчаток.
видите, лопасти под углом стоят. Но, как оказалось, в таких размерах найти довольно-таки сложно. Все они, в принципе, с прямыми лопастями. Теперь пару слов о мощности, которая должна получиться на выходе. То есть, ради чего мы будем стараться. Значит, в реактивном варианте тяга может быть около 50-60 килограмм. Если ничего не переделывать, если поставить вот это более производительное, я так предполагаю, что и больше тягу можно получить. Также можно как-то модернизировать турбину. Она создана для работы в паре вот с этой турбиной, то есть со свободной турбиной. И на реактивную тягу она не приспособлена. Но тем не менее 50 килограмм. Ребята, они в Африке 50 килограмм, тут без комментариев. Ну а в турбовальном варианте показатели следующие. Сам двигатель раскручивается до 50 тысяч оборотов в минуту. Представьте, такая большая турбина с такими оборотами. И вот эти подшипники должны выдерживать. Если поставить часть со свободной турбиной, то весь агрегат выглядит вот так. Сюда будет выходить реактивная струя, отработанная уже малой энергией, а вся энергия должна пойти в эту турбину. За счет редуктора примерно в 13-14 раз понижаются обороты на этом валу. Крутящий момент, естественно, повышается. В одной из умных книг я читал, что на 1200 оборотах в минуту здесь 400 ньютонометров крутящего момента. На 2500 около 200 ньютонометров. Вот такие показатели, ребят. То есть получается двигатель, он по типу как электрический. Чем меньше оборотов, тем больше выдает крутящий момент. В этом и интрига, в этом и интерес, как это все будет работать. Поэтому поставим на автомобиль и попробуем. Вот такое, ребят, обзорное видео. Но это еще не все. Мы прям в этом видео и начнем собирать движок. В следующем видеоролике я уже планирую попробовать запустить его на газу. Долго затягивать не будем с этими делами. Итак, друзья, стартуем, приступаем к сборке. Можно уже поставить камеру сгорания на свое место. Вот так вот она, ребят, выглядит. Это чудесная вещь. 4 отверстия под форсунки. Здесь завихрители. То есть тут есть щели в одну сторону, а в другую нет. И оно, получается, по часовой стрелке завихряет. Каждая камера сгорания по часовой стрелке. Вот так вот оно выглядит. Да, конечно, конструкция интересная. Но мы, если будет желание, переделаем камеру сгорания и сделаем немножко по-другому, на испарительных трубках. Но это будет в будущем, если найду вот такую крыльчатку. Скорее всего, найду ее. Ладно, ставим камеру сгорания на свое место. Здесь не ошибешься, потому что есть отверстие под свечи. Ребят, хочу отказаться от использования роликового подшипника. Поставлю шариковый. Поставлю с керамическими шариками вот сюда. Здесь, оказывается, есть система компенсации теплового зазора. Здесь 2 пружины, которые очень хорошо компенсируют. Вот можете заметить, это пружины такие. Если на них давить, они сжимаются, но нужно большое усилие. Идет в режиме реального времени, ребят. Через тернии к звездам. Поэтому вот так вот оно все сумбурно получается. То так, то эдак. Ну вот, видно. Здесь есть эта система. Сюда даже можно поставить подшипники, которые только с одной стороны прижимаются. Это вот такие. Конечно, роликовый мощнее, но, видите, он больших размеров. То есть я почему-то думал, что наружное кольцо у него нормальное, только внутреннее надо дорабатывать. Но оказалось, что он больше. Что-то я забыл про это совсем. Но есть вот такой новенький. Вот. Он по типу как в маленьких ТРД, то есть здесь одна сторона не рабочая, а здесь рабочая сторона. Видите, цельный сепаратор. Он никак не может разлететься. Просто нереально это сделать ему. Ну, вот так вот будет устроено на шариковых подшипничках. Этот мощный, да еще и керамический, должен выдерживать. Ну, а спереди будет стоять обыкновенный. Все должно нормально работать. Теперь сопловой аппарат. Ставлю контровочки.
Без них никак. Мне вот теперь непонятно, если есть система компенсации тепловых зазоров, зачем там стоял роликовый подшипник? Ему-то это, в общем-то, и не нужно. То есть вал реально вот так шатался туда-сюда. Из-за того, что не было упора. Может быть, это уже какие-то доработки были местных кулибинов. Хотя, вроде бы как вскрыть они его не смогли. В общем, ребята, тайна, покрытая мраком. Неизвестно, почему так. И логике не поддается. Теперь вставляем турбину. Теперь вкидываем втулочку. И вот это. Раз. Вот. Ну вот так. Ребят, теперь надо как-то нам попробовать, как оно вращается. Гайки вот этой нет у меня. Вот, ее нужно изготавливать. Но хотелось бы попробовать для начала. Диаметр 12, шаг сейчас посмотрим какой. Шаг 1,5. Да, шаг 1,5 подходит. Уже, ребят, получается практически всегда находить в этих моих волшебных коробках то, что надо. Вот он, 12, шаг 1,5. Сейчас по-быстрому гаечку сделаю, мы накрутим и посмотрим. Здесь должна быть особенная гайка. Ее я буду делать потом. А пока, ребят, сделал времяночку. Вот. Ну, лишь бы проверить, посмотреть, как оно, нормально или нет. Так, здесь что, резьба еще побитая ко всему. Оказывается, даже плашка такая есть. М12, шаг 1,5. Вот. Обновляю резьбу. Как-то туговато идет, но вроде бы идет. О! Так, отлично. Ну что, будет вращаться или нет? Вращается с каким-то писком. Но вращается очень хорошо. Ну, судя по тому, что нет ни малейшего зазора, это говорит о том, что система натянулась, зазоры выработались. Все, в принципе, нормально. Интересно, есть ли на вот этом экземпляре зазоры? Здесь, ребят, тоже нет зазоров. Мне вот интересно, когда я его разберу, какие здесь будут подшипники. То есть, будет ли здесь роликовый подшипник, такой же, как и вот здесь стоял. Очень интересно. Потому что здесь зазор был дикий. Здесь ротор вот так шатался буквально на миллиметр. Так, ребят, ну что мы сделаем? Давайте мы попробуем раскрутить его до бешеной скорости. Потому что хочется проверить на вибрации. Не просто ж так мы его собирали. Да, странный писк. Раскручивать будем вот этим компрессором. Он создает просто нереальную струю. 0,25 бар. Но зато смотрите, какое отверстие. Если сравнить с обычным компрессором, то он создает 8 бар в этом отверстии. А здесь 0,2 бара, но отверстие немножко побольше. В итоге будет гораздо бодрее раскручивать. Так, готово. Проверяем направление. Направление, по-моему, нормальное. Ну все, пушка готова, ребят. Будем пробовать. Моя цель испытать на вибрации. Так, главное не намотаться на эти приспособы. Так, ну поехали, ребят. Слышите, как тихо работают подшипнички? Ну, мне нравится это, ребят, на самом деле. Очень нравится. Здесь единственная гайка вносит дисбаланс. Я ее, как вы уже знаете, на скоряк сделал. Ну, как бы можете заметить, что вращается весьма плавно. Может быть, попробовать турбину запитать.
Не знаю, как это сделать. Может, вот туда дунуть. Будет ли оно вращаться или нет. Но пушка это очень серьезно. Пока мне все нравится. Вот этот скрежет пропал. Нет скрежета. Пробуем еще размасливать, ребят. Вообще надо ее в другую сторону вращать. Но мне тут с этими аккумами не очень удобно. Может все это перебазировать. Вот сюда, например. И здесь попробовать. На этот раз все по-серьезному. Очень тихо все вращается, мне это нравится. Можете заметить, ребята, ничего в моей мастерской просто так не создается. Когда я делал эту штуку, я ее планировал использовать в том числе и для этих целей. Для раскрутки крыльчаток. Эта крыльчатка очень большая, ее, конечно, так просто до безумных оборотов не раскрутишь. Но я думаю, 5-10 она раскрутилась. И никаких вибраций не было. Но это не мудрено, потому что эта штука вся и полностью и целиком сбалансирована. Все здесь хорошо в этом плане. И все будет отлично работать. Подшипнички мне нравятся, как работают. Я прям балдею. Офигеть. Фантастика, ребят. Да, кстати, эта штука еще планируется все-таки ставиться на автомобиль. Для того, чтобы повысить мощность на 20%. Ну и также можно запускать ей маленькие турбинки, маленькие ТРД, которые можно сразу выводить на холостой ход. Здесь давления достаточно. В общем-то, такие дела, ребята. В следующем видеоролике, скорее всего, будем уже запускать вот эту вещь. Это должно быть эпично. Сжогово должно быть просто нереальное количество. У меня на этом все, ребят. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!